Я руковожу этой компанией 18 лет. Самая дорогая наша машина, если смотреть по денежному выражению, вот это. Случаются то кризисы, то всплески. Мы очень гибкие и голодные. Это просто как увидеть склады Амазона. Наш то очень сложный бизнес. Когда сведем все балансы, тогда и узнаем, вот, насколько он успешен был. Тут немножко ситуация, чуть оператору не прилетела в голову. Привет, друзья! Вы на YouTube-канале Македонский. Всем привет! Я сейчас еду из Берлина в Вильнюс. Я приехал в этот город на один день купить машину, остался на 8 лет и построил множество зданий. По стечению обстоятельств совершенно случайно я здесь занялся автомобильным бизнесом. А потом, конечно, вернулся к своему любимому делу и занялся строительством. Причем мне это очень хорошо получилось и в крупных объемах. Вот мы наконец-то приехали на фабрику, которая занимается полистиролом. Я здесь был очень давно, лет 8 назад, наверное. Алло? Эжи, здрасте. Здравствуйте. Лечу. Здравствуйте. Здравствуйте. Эжи, расскажите, как устроен этот бизнес, с какими трудностями вы сталкивались? Я руковожу этой компанией 18 лет, 19-й год пошел. И тут периодически случаются то кризисы, то всплески спроса, и тогда мы живем хорошо, а кризисы мы как-то переживаем и выживаем во время их. И вот тот кризис, где и корона была, и энергетическая, они тоже кризисы, тоже стоили много нервов и много работы, но мы их преодолели. И знаете как, бизнес устроен так, что, конечно, другие бизнесмены с другой среды будут смеяться, что если я скажу, что вот наш-то очень сложный бизнес. Я думаю, все бизнесы сложные, и во всех трудности есть. Особенно производственный. Производственный, конечно, его сложность, наверное, заключается в том, что ты вот производишь, работаешь вот целый месяц, и полгода работаешь, и год, и ты не знаешь, будет этот год успешный или нет, потому что когда завершится, когда сведем все балансы, все затраты, тогда и узнаем, вот, насколько он успешен был. Я помню, как мы созванивались и говорили, очень подорожало электричество. Я думаю, скорее всего, будет подорожание продуктов, но вы искали какие-то решения. Как вы вышли из этого? Да, конечно, если вообще от газа отказаться у нас было невозможно, это большое технологическое переоборудование нужно было бы, если отказаться от газа. Есть такие решения, что производить пенопласт с помощью микроволн, отказаться от производства пара, но в реальности это долгосрочное решение и потребовало бы много времени. Поэтому мы элементарно экономили на производстве. Если попадались какие-то периоды выходных дней, тогда мы не включали на 1-2 дня производства, старались концентрировать производство, чтобы сэкономить газ. Естественно, часть затрат пришлось перекинуть в стоимость продукции. За это считайте, что заплатили наши клиенты. Насчет электричества мы подписали договор с поставщиками о фиксации цен, как только почувствовали, что ситуация ухудшается, поэтому тут нам получилось экономить. И мы, построили солнечную электростанцию. Что немаловажно. Хорошо, что мы этот проект начали реализовать, разрабатывать в 2020 году, и когда вот этот энергетический кризис разразился, то практически вся документация, все было готово, поставки уже подходили оборудование, поэтому нам это тоже очень сильно помогло. В общем, справились. Отлично. А скажите, кто ваш потребитель? Это оптовые магазины, либо это строительные компании? То есть с кем вы сотрудничаете и в каких странах? Основные наши покупатели – это оптовые сети торговые строительных материалов. Конечно, мы ищем рынки везде, по всей Европе, особенно в Евросоюзе, но пенопласт – это такой товар, который не очень дорогой, относительно недорогой, и транспортировка ограничивает возможности экспорта. Поэтому в основном экспорт идет и на Скандинавию, конечно, и в страны Западной Европы, но там уже, когда торговые эти оптовые организации, они комплектуют товары и вывозят туда с другими товарами вместе. В общем, Литва, нас кормит Литва. Хорошо, а насколько высокомаржинальный этот продукт? Насколько он
востребован на рынке? Пенопласт, он очень востребован, и потому что у него очень широкое применение. В Литве очень развит рынок использования пенопласта. Но насчет маржинальности, конечно, он не очень маржинален. Он из таких товаров, как цемент или гипсокартон, как и пенопласт, он очень нужен, очень востребован, но маржинальность, конечно, не очень высокая. То есть приходится все четко просчитывать для того, чтобы выйти в прибыль и чтобы она была постоянной. Сколько сотрудников у вас на компании работает? У нас сейчас 65 сотрудников. Пока не ищем никого больше. Даже дополнительное оборудование, когда покупали, то мы из внутренних ресурсов, из своих людей обучали дополнительно. И коллектив у нас очень широкого диапазона возрастов. И 18-летние, практически 19-летние уже работают. И люди, которые вышли на пенсию, но очень справляются хорошо с оборудованием, тоже у нас работают. Ну вот здесь, кстати, переработка брака и отходов со стройки. Мы перемалываем вот здесь, так? И потом опять перерабатываете, Да. Вот. Брак, неудачные опыты, все здесь перемалываем, используем вторично. Как чисто, как в супермаркете. Это с этих кубиков потом уже режется нужные размеры. Да. Это вылеживание блоков, потому что они должны выстояться, иначе получаем то, что строители не любят, бананы. Да. Они должны постоять 2 недели примерно для того, пока пойдут нарезку, и мы порежем на такую толщину, на которую хочет клиент. Сюда смотришь, это плотность полистирола. Чем он плотнее, тем он теплее. Вот это почему темный, почему белый, это называется неопор. Неопор — это лучшая теплоемкость, правильно же, да, насколько я знаю. И эффективность тепловая здания намного выше, чем если утеплить его белым полистиролом. На 20%. Мы идем, собственно, туда, откуда начинается производство полистирола, потому что мы зашли уже, где выходят готовые кубы и идут под нарезку. Поэтому Эжи нас поведет туда, где это все начинается. Идем. Это сюда поступают гранулы, и отсюда оно уже уходит. Да, вот видите, бочка октабина с неопором, который привезен для вспенивания, так? Вот в таком виде приходят эти гранулы. Это сырье полистирола неопор, которое приходит, и потом получается уже основной продукт вот с этих мелких гранул. С чего все начиналось? Как зарождалось вот это, то, к чему вы сейчас пришли? В фирме уже 24 года, ну, естественно, я не мог стоять там где-то в начале этой фирмы. Все зависит от хороших акционеров. Подобрались очень хорошие акционеры, очень дружественные. Ну, вначале там было их больше, но некоторые отпали, и остался такой очень хороший костяк из 3 человек. Единомышленников, которые уверены друг в друге, без никаких подвохов. Был такой момент, что из Польши приходили вот эти идеи, переняли эти идеи из Польши. В Польше был хороший большой рынок пенопласта. Один из наших акционеров, он гражданин Польши, живет в Варшаве. Он подал идею, остальные поддержали, инвестировали небольшие деньги в бэушное оборудование, арендовали помещение на заводе большом, в котором было производство пара недалеко Вильнюса. Развивали производство, работало 5 человек. Один из них до сих пор у нас работает, уже пенсионер, но очень квалифицированный человек. И видно было, что есть потенциал у этого бизнеса. Тогда уже акционеры стали подыскивать помещение, чтобы купить, построить здание. Вот купили вот здесь, тут были таможенные склады. Место стратегически очень хорошее. Рядом автострада, Вильнюс. Вильнюс вообще самый большой рынок строительный в Литве. И покупали уже новое оборудование, сначала недорогое, небольшие помещения, потом все строили, развивались. Я, когда пришел на эту работу устраиваться, меня иди тогда в цех. Иду в цех, смотрю, какой-то человек в рабочем халате, работает на оборудовании, управляет им. Вот это был наш председатель правления. Респект. Здесь идет вертикальная резка, вот эта струна
полистирол разрезает вертикально. То есть вот там оператор отбивает нужные размеры, номер машины, куда этот полистирол идет, и он нарезается и идет дальше. Посмотрите, какой большой склад. Сколько хранится полистирола на этом заводе. Это тоже говорит о том, что люди заботятся о скорости, и люди заботятся о том, если вам нужна какая-то стандартная позиция, то вы заказали, вам это нарезали, запаковали в машинку, и машинка поехала в Германию, либо в Литву, ну, по Европе. Это очень-очень большой объем, я просто удивлен. Это просто как вот увидеть склады Амазона. Очень приятный комплимент, конечно. Конец 2022 года. В банковской системе повысились банковские проценты на кредитную ставку, на использование кредитов. Как у вас это повлияло на строительство? Стало ли меньше заказов? Либо наоборот как-то увеличилось, люди стали закупаться, боятся, что подорожает продукт. Да, конечно, это повлияло. Повлияло на строительный рынок, уменьшилось проектов строительных. Некоторые просто отложили строительство, поэтому и спрос на стройматериал он уменьшился. Мы сразу это почувствовали, конкуренция стала острее. Люди стали меньше тратить, потому что тот, кто имеет кредит, тот, естественно, ему ежемесячная оплата кредита стала стоить дороже. Почувствовал бизнес мебельный в Литве, что заказов меньше стало. А это тоже как индикатор, значит, меньше квартир, меньше домов заселяются. В общем, конечно, повлияло. Слава богу, что мы сейчас на данный момент не имеем кредитов, покупали с оборотных средств, а предыдущие кредиты мы успели вовремя погасить. Это очень хорошо. Это, кстати, продукт, который я люблю, который любят использовать в моей компании. Он предусмотрен для теплых полов. Сюда наматывается труба и заливается стяжка. Очень удобный в использовании, его любят в Германии. И когда вы показываете клиенту, что у него не обычный полистирол, а вот эта вот формовка, это повышает рейтинг компании. Посмотрите, какое качество продукта. Он не гнется, он абсолютно четко сделан. И по ценовой политике он не уступает обычному вот этому вот немецкому полистиролу. И вы, первое, вы экономите свои... Сорвал съемку. Тут немножко ситуация, чуть не оператору не прилетела в голову вот эта штука. Ну ничего, это нормально. Работники экономят свое время, когда наматывают полы. Им не надо там пристреливать. Они намотали, и это очень удобно для использования. Всем рекомендую вот этот продукт. Он есть более теплоемкий, он есть менее теплоемкий. Классная штука. Расскажите про самые свои удачные технологичные решения. Вот вы знаете, вот, допустим, в каждой компании есть что-то свое. Вот классно угадали, вот взяли вот это оборудование, либо выпустили какой-то продукт, который просто стал там бестселлером, либо успешным на рынке. Ну, наверное, самым лучшим все-таки у нас есть вот эти плиты для теплых полов, для разводки, так? Я их тоже очень люблю. Мы их увидели первый раз в Австрии, когда были на заводе, и ну, нам сразу понравилось, что это современное решение, потому что в традиции тут литовской еще с 90-х годов есть такое немножко устарелое, где крутят там хомутиками к арматуре. Это, ну, не очень культурное такое производство, строительство. Это очень хорошее решение. Второе решение хорошее было вот ИЦФ блочков, таких как Лего, для несъемной палубки домов. Это
Дорогое решение, высокотехнологичное, но будущее за нем, он свое место в рынке тоже занимает. И третье, профиля для выноса окон, которые как раз, когда мы начали их производство, как раз они стали развиваться. Очень удобное, кстати, решение. Вот он лежит, кстати, рядом. Я бы сказал, что это очень... Вот он жесткий, он теплый, и он является очень удобным для выноса окна за пределы стены. С маржи вот этих брусов мы немножко не попали, потому что мы знали, какая цена оптовая примерно на рынке, посчитали стоимость сырья, оборудования. Казалось, это золотая жила по производству, как бы вот просто. Когда стали делать, оказалось, что мы не все предвидели, и они были хрупкими. Вот упал и чуть ли не как стеклянный разбился. Оказалось, что надо покупать подороже сырье в BASF, что в технологии надо 7 недель вылеживать сырье, чтобы оно созрело. Это все время, место, площади производственные. И вот когда мы уже всю технологию сами разработали, отработали, это хороший товар, но хорошей маржи на нем может быть и нету, но это перспективный очень товар. А теперь про неудачные решения, вот, допустим, неуспешные. Вот что-то хотели сделать, закупились, начали делать, оно просто не пошло, и оборудование пришлось положить на полочку где-то, либо в склад. Таких, к счастью, у нас таких уже очень неудачных решений и нету, и не было. Не оправдало наших ожиданий такое решение, как несъемная палубка для перекрытий, межэтажных перекрытий. Потому что производство дорогое, но для нового строительства оно по себестоимости оно несравнимо дороже по сравнению с железобетонными перекрытиями. Очень нишевый продукт для реконструкции, для старых городов, где нельзя краном положить перекрытие, панели перекрытия, только там можно использовать. Как бы вложены большие деньги, продажи есть, но... Здесь вот эти листы производятся, каждый лист пекется отдельно. Вот эти листы, они запекаются в этой форме, и потом он выходит вниз. Здесь используется электричество и газ. Самая дорогая наша машина, если смотреть по денежному выражению, вот эта, которая сразу пекет 6 листов одним циклом, немецкая. Никогда я не думал, что на фабрике по производству полистирола может быть столько оборудования. Мне казалось, это гораздо легче. А это целая экосистема, целая сеть оборудования, которая абсолютно производит разный продукт. У меня следующий вопрос. Я очень люблю автоматизацию, люблю IT-решения всякие в компании. Чем вы пользуетесь, да, вот конкретно из автоматизации и каких-то IT-решений? Мы писали программу производственную, где мы учитываем все этапы производства. В Spениum можно посмотреть сразу, что мы готовим, на каком этапе есть процессы идут производственные, и что на складе, какие заказы, вот это. Больших таких остальных решений пока не было. Наше производственное оборудование не объединено в одну линию, такую, которую можно одной кнопкой смотреть. Да. Но каждый отдельно можно подключить через интернет с любого конца мира, где есть интернет, можно подключиться, можно проверить, как оно работает, можно его отрегулировать, можно что-то исправить. Без этого уже никак нельзя. Отлично. Насколько вы готовы к большому потоку клиентов? Вот, допустим, настроено ли предприятие под, грубо говоря, в 2 раза больше оборот заказов? Некоторых товаров можно было бы увеличить производство, потому что можно на 2 оборудованиях производить те же самые полы теплые. Но мы постоянно инвестируем. Кстати, вот насчет вот этих профилей для выноса окон, так мы как раз предвидели, что нам не хватает оборудования и заказали. Но от заказа оборудования до его поставки проходит почти год, поэтому есть такие сложности. Раньше можно было в течение 4 месяцев получить оборудование новое. То сейчас вот имеем такой опыт, что обещали сделать в течение 9 месяцев, но реально вышло в год даже. А вы считаете, в чем ваше преимущество перед конкурентами? Я бы сказал, что мы
мы очень гибкие и голодные, так, как бы голодные. Вот к нам приходят приходят некоторые даже заказы, переносят от нас, от конкурентов к нам, потому что у нас общение очень хорошее, так, у нас очень хорошие Я люди. это подтверждаю. Они все объясняют, почему. Ну, говорит, вот конкурент сказал, мне вот сейчас цена будет такая, не хочешь, не бери. Ну разве так можно? Нет. Должен объяснить, как, что человек, согласен, найти какое-то решение, приемлемое для обоих сторон. Но здесь все и решают люди. Это действительно так. Я работаю около, по-моему, 9 лет с этой компанией. Были разные ситуации, были разные решения. Мы не знали, как запаковать, допустим, определенное количество товара в машину. Эжи лично решал этот вопрос со своими сотрудниками. Мы это как-то разрабатывали. На самом деле, если бы даже было другое предприятие с такой же ценой, я бы заказывал здесь. Почему? Потому что у меня всегда дружеское отношение. Хотя я там не скажу, что я там заказываю много, я, скорее всего, мелкий клиент для этой компании. Но здесь ко мне относятся как, грубо говоря, к хорошему другу. Поэтому это немаловажно, когда ты сотрудничаешь с предприятием. Большое спасибо вам, Эжи, за это, потому что я считаю, в этом очень большая ваша заслуга, в том, что здесь идет такое отношение к людям, к предприятиям. Полгода назад получили европейское техническое свидетельство на эти блочки. И тут надо было делать именно реально бетонировать. И приезжал с центра сертификации эксперты по бетонам. И проверяли, как заполняются все вот эти углы, все заглушки, все вот эти проемы, как держит проем оконный, угол. А что, конечно, это что, штукатурка здесь будет? Щекотурка, внутри гипс, все что угодно, да. Можно клеить клинкер. Получаем очень теплый дом. А какая теплоемкость средняя? 0,31 вот этого. 0,31. 0,31 это уже приравнивается к пассивному дому. Очень, кстати, классный продукт. Почему? Потому что сейчас все гоняются за энергоэффективностью дома. И в Германии на это они дают очень большой акцент. Сегодня это для людей очень важно. Лично я плачу за газ 1000 евро за свой дом. Поэтому для меня теперь важно, сколько теплоемкость дома и сколько я буду платить за свои коммунальные услуги. Здесь у нас цех декоров. Производим декорацию вот сейчас для театра оперы и балета. Этот элемент, это часть 8-метровой скульптуры женщины-птицы с короны. Это вообще будет ее головной убор, как корона. И вот с этих элементов, которые вот здесь есть, театралы, они сложат это, защекотурят и сделают так, как им надо. Потому что был такой курьез, мы сделали декорации для театра «Карсон», который живет на крыше, такой домик очень красиво защекотурили. Они в театре «Нет», сказали, это слишком красиво выглядит, и подбивали часть щекотурки для правдоподобности. Ну, поэтому пускай они сами доделывают. А какие у вас дальнейшие вообще планы по развитию компании, по закупке оборудования, либо масштабирование какое-то, может, в другом городе, в другой стране, либо хотите увеличить площадя свои производственные? И площадя тоже мы должны увеличить. Вот видели, мы строили здание дополнительное, потому что у нас не хватает уже производственных помещений. Стараемся, конечно, диверсифицировать свой пакет заказов, чтобы немножко отойти только от строительных материалов. Так? Ну, первая ласточка, мы стали производить такие заготовки, люльки для детских колясок. Сейчас производим тоже из пенопласта. Как раз получили первый заказ от тайваньской фирмы для гидропоники. Они из пенопласта, таких тоже элементарные плиты с отверстиями разных диаметров. Они там сажают саженцы и выращивают. Если это сотрудничество у нас будет дальше так развиваться, нам надо будет еще покупать оборудование. Мы уже присматриваем такое оборудование. Хотели бы тоже перейти не только на пенопласт, на такое сырье EPP, которые используются тоже в автомобильной промышленности и в рекуперации используются.
В общем, хотели бы немножко расширить свой ассортимент. Ну, у нас произошла очень хорошая беседа. Я очень благодарю за экскурсию, очень благодарю за работу с вами на протяжении стольких лет. У меня была возможность, знаете, не просто работать с хорошим предприятием, а на этом еще зарабатывать деньги, потому что я помню кризис, когда резко скакнули цены на конкретную эту продукцию, на полистирол. А не то, что скакнули, этого материала просто не было нигде. И ко мне даже обращался Гроссхандель, все знают, это оптовый магазин. Они говорят, а где ты там покупаешь полистирол? А я его еще покупал по такой цене, вот ровно в 3 раза ниже, чем тогда на рынке Германии. Мне это очень запомнилось, и мне запомнилось то, что Эжа не манипулировал рынком. Он абсолютно дал литовскую стандартную цену, с которой я постоянно работал. И что бы вы могли сказать вот для наших подписчиков, посоветовать, сказать, и если они будут обращаться по нашей рекомендации напрямую в ваше предприятие? Да, у нас хорошая цена на данный момент обеспечена. Качество товара от независимости от цены, оно всегда хорошее, отличное. И мы всегда открыты для новых заказов, для новых потребителей. И сделаем все возможное, чтобы требования заказа выполнить вовремя, в сроки, в лучшем виде. Отлично. Спасибо, Эжи. Спасибо, очень полезно будет для людей, которые не знают, где закупиться в Европе. Кстати, закупаясь на фабрике в Вильнюсе по названию Щелпута, вы можете экономить около 30 до 50%, там в зависимости от доставки и от количества. Почему? Потому что здесь я считаю, что нет смысла заказывать неполную машину, потому что стоимость доставки, она все равно влияет на конечную стоимость уже в Германии. Да, мы можем только заверить, что цена у нас самая лучшая оптовая, которую могу предложить на Германии, но это вот на месте с самовывозом, да, как бы вот стоимость транспорта уже не входит в стоимость изделия, да, и поэтому надо, конечно, все считать. Если транспорт будет стоить внезапно, сейчас подорожал бы очень сильно, но то вы считайте, будьте добры. Да, все нужно просчитывать. У меня выходило где-то около 1 евро за квадратный метр. Поэтому вот так вы и рассчитываете свою доставку. Все, всем спасибо, друзья. Надеюсь, это будет полезная информация. Надеюсь, это поможет вам заработать, не только просто приобрести товар. Хотя это немаловажно, потому что в Германии не особо продают свежеприбывшим компаниям. И помимо того, что там высокая цена, его еще проблематично купить. Срок поставки немножко выше, чем здесь. И я рекомендую все равно планировать это все за месяц, за 2. Почему? Потому что если вы хотите сэкономить и нормально войти в графики, то это нужно заранее планировать. Всем спасибо. Спасибо. Покажем, как закаляют металл, как цинкуют металл, как его красят порошковой окраской. У меня руки были черные, много шрамов. Дети тебя мотивируют? Ну, естественно, ты стараешься для них. Опять же, отец старался для нас. Чувствуем этот завод, как он дышит и что ему надо пополнять.